Всем привет! Приветствую вас на канале Power Device. Здесь мы прокачиваем и улучшаем наши Android-телефоны. В этом видеоролике покажу вам трюк, либо лайфхак, это можно назвать и так, который связан со звонилкой от Google. Все это можно проделать на любом Android-телефоне. Суть заключается в том, что мы изменим оповещение о записи вызова при звонке, и ваш собеседник об этом не узнает, когда вы нажмете запись вызова. Этот лайфхак связан с синтезом речи. Также в этой программе покажу, как отключить отслеживание от Google, но обо всем по порядку. К слову говоря, если у вас телефон Xiaomi на HyperOS 2, то недавно я показывал, как установить звонилку от Xiaomi, где уже есть запись вызова, и она не предупреждает вашего собеседника. К сожалению, этот способ подойдет не на все телефоны Xiaomi, но все же вы можете попробовать. Если что, ссылку на это видео оставлю в описании под этим роликом. Если по тому видео звонилка от MIUI у вас активируется, то там же я показывал, как удалить вот эту, от Google, и оставить только Xiaomi-шную. Но данный видеоролик немного не об этом. Если у вас не получилось активировать MIUI звонилку, но вам все-таки нужно иногда записывать звонки, и при этом, чтобы ваш собеседник об этом не понимал, если кто-то не знает, о чем я говорю, смотрите, я захожу в Google звонилку, набираю какой-то номер. Номер, который вы набрали, не существует. Включаю запись. Но мы предлагаем избавиться от стресса в наше время. Начата запись вызова. Вы слышали, что когда я нажал запись разговора, было предупреждение. Это будете слышать как вы, так и ваш собеседник. Сделано это специально, чтобы соблюдать конфиденциальность. Так вот, друзья, смотрите, идем в настройки. На телефонах Xiaomi это расширенные настройки. Язык и ввод. Синтез речи. На других Android-телефонах вы можете в настройках открыть поиск. Начните вводить синтез речи, и вы попадете в эти же настройки. Здесь и есть настройки, отвечающие за голос, который воспроизводится в нашем телефоне, но только в определенных приложениях, далеко не во всех. Но как раз таки на запись разговора эти настройки влияют. Первое, что здесь советую сделать, это зайти вот в эту сноску, нажимаем именно на нее. Дело в том, что если мы нажмем сюда, то мы попадаем в программу синтеза речи. Это само приложение, которое отвечает за синтез. К слову говоря, я пробовал устанавливать другое приложение для синтеза речи. В этом нет никакого смысла. Так вот, в этих настройках, как я уже сказал, стоит зайти вот в этот пункт. Анонимные отчеты. По умолчанию у вас это включено. Если функция активирована, Google сможет собирать анонимные отчеты об использовании сервиса. В общем, здесь находится очередной сбор данных от Google. Отключаем эту галочку. Теперь шагаем назад. Нажмем «Воспроизвести». Вы слушаете синтез речи на русском языке. Выставляем скорость речи на полную, а также тон. Еще раз воспроизводим. Становится абсолютно непонятно, что она говорит. Из этих настроек можно выйти. Я совершаю звонок еще раз. Номер, который вы набрали, Нажимаю не запись. существует. Но мы хотим предложить сервис предсказания. Как вы могли слышать, оповещение о записи вызова становится вообще непонятным, тем более, что оно короткое. Например, в этих настройках фраза более длинная, и то она также непонятна. Также по вашему желанию можно выставить тон самый низкий. Действуйте, как вам удобней. Надеюсь, это видео было вам полезно. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, постараюсь помочь. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, на этот канал, ставьте лайки этому видео. Желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. Всем пока!